вас есть фармацевтический препарат. Вы создали фирменный стиль, поработали над неймингом и задумались о продвижении. Что же может пойти не так? Сложность вашей ниши в том, что здесь большое значение имеет законодательство. Мы работали уже со многими фармацевтическими компаниями и точно знаем, как в рекламных кампаниях обойти законодательство. В первую очередь важно знать, что лишь некоторые из лекарств можно рекламировать. По федеральному закону о рекламе рецептурные препараты нельзя рекламировать совсем, а безрецептурные можно, соблюдая ограничения, которые описаны в статьях 24 и 25. Они говорят, что в рекламе нельзя использовать специалистов, которые бы напрямую призывали к покупке, а также положительные отзывы от клиентов. Кроме этого, нужно ставить дисклеймер, указание того, что препарат может иметь побочные действия и необходимо обращаться к врачу. Фармацевтическим препаратам мы рекомендуем задуматься о микросегментации. Среди всего многообразия препаратов лучше всего будет продаваться тот, у которого будет четко сформулировано позиционирование. То есть нужно занять какую-то узкую нишу. Например, указать то, что препарат подходит для детей или беременных женщин. Как рекламируются безрецептурные препараты? Видеоформат самый популярный. Именно видео позволяет повысить охват и увеличить узнаваемость вашего бренда. Например, многие помнят о рекламе Терафлю, порошка против простуды, которая всегда идет в осенний и зимний период по телевидению. Если цель повысить узнаваемость бренда, то отлично подойдет работа с блогерами. Например, Когацел, таблетки против простуды, даже смонтировали мини-фильм-детектив о городе Чикаго. Хотя контент был качественным, хорошие съемки и монтаж, к сожалению, фильм оказался не очень успешным. Например, вторую серию посмотрели 500 000 человек, но количество дизлайков было практически равно количеству лайков. Кроме работы с блогерами, Когацел активно ведет социальные сети. СММ и таргетированная реклама – способы, которые пробуют многие. Если ваша цель увеличить охват и узнаваемость бренда, то это вам подходит. Если цель маркетинговой кампании увеличить продажи, то стоит работать с теми людьми, которые уже знают о вашем лекарстве. При этом подойдет баннерная реклама. Визуальный контент воспринимается хорошо и напоминает о продукте. Наш клиент Magna B6 хотел повысить узнаваемость. Для него мы использовали контекстную рекламу, баннерную, контент-маркетинг и таргетированную рекламу. Таким образом, продажи продукта повысились в 3 раза, а узнаваемость увеличилась в 1,5. Для вас мы тоже сможем подобрать наиболее эффективные каналы продвижения.